Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. Это у нас Австрия, Каринтия, и кот Вилли идет по забору. Вот обратите внимание, у него выстрижен бок, другой бок тоже так же пострижен. Что же у нас случилось? Случились у нас колтуны. Вот смотрите, это съемки 11 августа. Я вам покажу, как он обрастал. Итак, вот котик забирается вот так. Он сначала на дощечку, потом на бак, потом наверх и идет по ограде туда. Его цель забраться на крышу гаража. Вот, и потом, да, там улечься спать. Все, на крышу гаража, потом под крышу, под черепицу туда. И спать. Вот смотрите, а вот это съемки через месяц. Это сентябрь, 11 сентября 2022 года. Вот, как видите, все, бок отлично зарос. Новая такая мягкая, хорошая шерсть, безо всяких колтунов. Почему пришлось выстригать? Ну, это было волевое решение Ирины. Вот смотрите, с другой стороны идет тоже бок. Подвес болтается. Ну, это ничего не поделаешь. У нас котик с подвесом. Вот. Что же пришлось сделать? Ирина, в общем-то, попытки какие-то расчесать, попытки какие-то разобрать вот эти колтуны, они ни к чему не привели. Ну, учитывая, что котик там 11 килограмм с лишним, и когти, вот этот страшный зверь, то есть он категорически не давался себя ни чесать, ни что-то делать. Потом мы его просто коленом прижали, грубо говоря. Вот. Ирина ему выстригла оба бока. Ну, там делать было нечего, вариантов не было. Ну, как видите, решение оказалось правильное. Ну, этого делали летом, и чтобы он не застудился, ничего. Ну, вот он в течение месяца с небольшим, он прекрасно оброс. Ну, Анфиса слушала рассказ, и поставьте лайк, пожалуйста. Напоминание было. Ну, Анфисия пошла. Значит, коты у нас абсолютно оказалось, они разбираются в погоде. Они вообще не дураки. Вот, и завели себе правила. То есть, если хорошая погода, дома не ночуем. То есть, они шляются где-то на улице, где-то спят там, где-то. А как только какой-то дождь, ветер, какой-то вот катаклизм, все, котики дома. Дома с нами. Вот такие. Оказалось, разбираются. Ой, махусенький, морду скорчил. Анфисочка. Анфисончик. Анфисия. Хорошая девчоночка такая. Усы такие красивые. Арчик и первый занял такое козырное место. Ей приходится снизу. Ну да, она потому что лежала там на стуле. Ну, она вышла дышать воздухом. Лежать и дышать воздухом. Уже вышла и уже было все за это. Вот это еще из августовских съемок. Сосед на своем гидрофойле. Вот он обычно после 7 часов вечера, так под вечер, озеро, смотрите, абсолютно спокойное. Вот. Я уже на своей доске покатался. Чуть позже, он, видимо, увидел, что я прокатился, свою доску. Но он приезжает только на выходные. Вот. Хозяйка дома, где он живет, вот его мать, она постоянно живет на озере, вот, как и мы. А он, видимо, живет где-то в городе и приезжает на выходные, не то не на каждые. Ну, соответственно, мы с ним как-то немножко так погоняли. Вот. Ну, конечно, у него гораздо медленнее прибор, но зато у него есть вот этот прикол с поднятием над водой. Вот. Но его вес большой, он килограмм на 20 легче меня, и то он его не выдержит. Но у меня шансов на гидрофойле, что из воды он поднимется, вообще нет никаких. А там на фоне кто-то голос подавал, вот это они голос подавали на фоне. Вот. Это тоже августовские съемки вот этой семейки. Крылья уже отросли. Уже летать, учиться пора начинать. У этих еще перья не до конца. У этих же тоже смена оперения была. Вот смотрите, у этих еще не до конца. Тут еще тоже время нужно. Еще, наверное, до сентября. Ну, в конце августа, может, начнут уже. Но это пока не готов летать. У него сзади, смотрите, какие ошметки.
А вы, наверное, обратили внимание, молодежь там все время что-то со дна достает. Это я им туда насыпал смесь зерновую, там кукуруза, пшеница, такую, которая не плавающая, которая вот тонет на дно, но там глубина как раз такая, что им удобно вот головой, так сказать, голову в воду опустил и пылесосишь дно. Это типичный для лебедей вот способ питания. То есть это у них два основных, это собирание с поверхности и это вот собирание со дна. Ну вот, если глубина соответствует. Соответственно, у меня два корма, один корм плавает, вот это сухой для водоплавающих на основе зерновых, а другой вот этот зерновая смесь, которая просто на дно, и они все собирают чисто, просто вот пылесосят до последнего зернышка. То есть для них это нормально. Вот. Им не надо вот обязательно кормушку, чтобы вот на кормушке это лежало, потому что они все равно с кормушки будут брать и опускать в воду. То есть они вот с воды должны брать. Поэтому это нормально все. Ну вот вопрос, где зимовать. Вот, мы последние годы мы зимуем на озере. Ну, в Вену иногда приезжаем. В этом году наверняка тоже будем здесь зимовать. И у нас в этом году будет гораздо больше соседей. Значит, у нас есть соседи, которые, надо сказать, хорошо обеспечены, это мультимиллионеры. Вот, им все равно. А есть какое-то количество пенсионеров, ну, людей постарше, для которых деньги имеют значение. Вот жить здесь гораздо дешевле, чем жить в городе. Поэтому на эту зиму здесь у нас соседей будет побольше. Ослинник разросся просто до каких-то неимоверных размеров. Конечно, в этом году он сделал террасы. Что ты хотел Анфисия идет, контролирует. Здесь все дома строились, ну, в большинстве своем, кто не перестраивал, они строили где-то 70-е, 80-е годы. И печки есть у всех, как-то оборудование, у кого-то на пеллетах, у кого-то обычно на дровах, есть резервный вариант отопления. Поэтому у тех, у кого финансово, для кого вот эти затраты на отопление важны в этом году будет потруднее. Ну, они, соответственно, сельскую местность. Для Австрии вот того, что кто-то замерзнет, это вообще не проблема. То есть это просто вариант выбора, ну, некоторого варианта. Ну, учитывая, я ролик разместил на канале «Жизнь в Австрии», государство окажет очень серьезную финансовую помощь. Да, то есть ограничение по цене электричества, там фиксированная цена, материальная помощь, там по 500 евро всем выплатили для компенсации как раз вот этих дел. Малообеспеченные получают вообще, так сказать, дотацию на отопление. Поэтому как-то без проблем. Ну, нам веселее будет зимой. А у нас тут праздник. Это на той стороне музыка. Музон. Что музыка? Музон. Это такая акустика хорошая. Нам так все хорошо слышно. Ну что так сейчас? У нас опять свадьба. Давай мы с тобой тоже можем сплясать тут. Это, перцовки хряпнем по 50 грамм. Шорты кожаные. На диалекте шпарят. Весело у них, однако. Да весело у них. Свадьба, может, какая-нибудь. Слушай, какая классная акустика здесь. Да, вот по озеру передается, конечно. Ну, это первый раз вот за лето, сейчас август месяц, вот первый раз такое шоу нам устроили. Ну, наверное, точно какая-нибудь свадьба или что-нибудь мероприятие. Хотя сегодня среда. Может, день рождения дедушки, 100 лет. Весело. Подпишитесь на канал и пока-пока.